Всем привет, с вами Team Spirit, и это азбука Counter-Strike. Буква A. Anubis. Забавный факт. На этой карте у Team Spirit есть позиция, названная в честь бренд-директора Team Spirit Константина Трейс ДД Мачидзе. Эта позиция находится на базе Б за большим столбом, прямо в центре планта. Буква Б. Буква Б означает Б-плент, а Б-плент охраняет Борис. Я играю на Б на всех картах. На всех картах я на Б. Да, ага. Где? Вертига на Б я, Эншент на Б я, Анубис на Б я, на Мираже на полшишки на Б я, на Нюке на Б я. На Вертига на полшишки на Б тоже я. Ну, так смотри, а на Нюке я фулл на Б. То есть, ну... Буква С – это Сига. Это ты выходишь на любой плент, люди кричат «Сига», а ты бегаешь и не понимаешь, где это, но она есть. Она есть на Инферно, на Мираже, еще на Дасте, может быть. Но там по приколу, кто как захочет назовет, там где-то есть. Буква Д. Дигл возьмешь, гранат не будет. Обычно ты просто говоришь «Дебил, блядь, куда ты идешь?» Буква Е. Буква Е значит энтрифрагер, а у энтрифрагеров зачастую тяжелая жизнь и обрывается она достаточно рано. Если вы хотите себе хорошее КД, никогда не играйте энтрифрагером. Просто байтите ваших тиммейтов. Буква F. Фит. Так делают большинство моих тиммейтов на фесте. Пожалуйста, если вы попадаетесь со мной, не руините мне игру. Буква G. Граффити. В прошлых версиях игры можно было скопировать чужое граффити и мазать на стены, что хотелось. А в Global Offensive в Counter-Strike, к сожалению, так нельзя. Когда я играл в Counter-Strike Source, я раз в 2 недели брал чужие граффити и очень часто на стены мазал всяких аниме-девочек. Буква H. Headshot. Headshot является настоящим показателем таланта и умения играть в игру у любого игрока в Counter-Strike. Если у игрока процент хедшотов ниже 55, то он считается байтером и нубом, который стреляет только в пузо по энеми. Буква I. Ингейм лидер. Чел, который говорит «Дигл купишь, гранат не будет». Либо раскидывает дропы. Либо 5 фрагов в табе и колет, что все плохо делают. Выбирайте сами. Буква J. Jump throw. Jump throw является функцией, чтобы кидать гранаты в одну точку на более дальнее расстояние и еще попадать их стабильно. Всем советую сделать себе бит на jump throw, потому что ваши гранаты станут еще качественнее. Буква K. Парни, киты были у кого-то, киты были... Взорвались. Кит. Буква L. Люркер. Это роль, на которой играю я. На ней нужно играть в отрыве от команды, делать какой-то спейс или же наоборот закрывать зоны. Например, если ваша команда выходит под базу А, вы под их фон, под их гранаты прокрадываетесь под точку Б. Буква М. Мираж. На этой карте я сыграл 90% своих игр на фейсте, но вам я советую играть на всех картах и развиваться везде, а не только на одной карте. Буква N. Ниндзя диффуз. Можно вытащить жестко, сделать клатч у Ека, либо проиграть всю экономику и покупать совершенно дигл без гранат. Буква О. Овертайм. Овертайм — это стадия игры, когда команды показывают свой настоящий характер, свои лучшие тактики, чтобы вырвать победу на дистанции меньше 6 раундов. Недавно я играл игру, в которой было достаточно много овертаймов, и вследствие этого длительность игры вышла около 3 часов. Но если в вашей игре у вас будут овертаймы, и выиграв их, вы обязательно должны написать GG Easy вашему сопернику. Буква P. Постплент. Обычно очень долго идешь, боишься, и вроде бы надо, и первым неохота идти. Говоришь, да выходи, братан. И пока вот с мыслями все собираются, бомба уже взрывается. Буква Q на клавиатуре у 99% игроков Counter-Strike свечит оружие на последнее использование. Эту кнопку я нажимал каждый день больше, чем любую кнопку на клавиатуре, и зачастую умирал за нее. Теперь у меня нет переключения на предыдущее оружие на кнопку Q. Буква R. Retake. Это та часть игры, где ты доигрываешь со своими
мертвыми тиммейтами, которые пытаются затроллить тебе раунд. Во время ретейка очень важна коммуникация, правильно докидывать гранаты и, конечно же, попадать в голову. Буква С. Смоки. Самая лучшая граната в мире, особенно на миксах. Пацаны, подкинем смоки, да. Ай, не попал, не купил. А у меня коллаж без гранат. А или еще бывает ситуация, тебе дали, и ты идешь по улице, а там у тебя либо смоков нет, либо дыры. И ты такой, буква С. Буква Т. Террористы. Террористы — это не самая лучшая сторона в Counter-Strike. На ней нужно больше креатива, больше мыслей, больше всего чего угодно. Лучше играйте за КТ, короче. Буква Ю. Похуй. UMP-45. Лучшее оружие среди всех фармилок, потому что на байраундах в упорных дистанциях очень большая пробиваемость армора, ты с 2 пуль убиваешь любой ган, и на дальних можно заковырять. Но иногда можно так жестко с него зажать, что после ты не берешь его месяц, без этого никуда с юмпом. Буква V. Винты на нике. Пацаны, винты дропнемся, да. Раз зарезали чела, 2 зарезали чела. И там крики, да в винте прошел, пацаны, что произошло? И все, next round ты чела авик, тебя бахает на улице. Буква W. Window. Окно — это самая важная позиция на карте D-Mirage, куда обычно ходит игрок с АВП, и от него зависит очень многое на карте. Ради всего святого научитесь кидать туда смоки с Терриспа. Буква X. Xbox на многих картах зачастую является просто одной здоровой большой коробкой, за которой у тебя есть пространство поиграть, порепикать с разных сторон, и все. Буква Y. Yellow, он же желтый на Vertigo. Я его обычно называю коннектор, кон, желтый, перемычка. И все пацаны говорят, Леня, где происходит? Коннектор не там, а я, да желтый. А там уже все мы попадали. Буква Z. Зевс. Зевс — это самое бесполезное приобретение за $300, которые ты можешь купить в Counter-Strike. За $200, которые ты можешь купить в Counter-Strike, и покупает его как раз-таки только один человек, который только что мне подсказал цену. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было очень интересно смотреть данное видео. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Навалило немножко кринжа старого. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Любите эту игру.